Пациенту 68 лет на УЗИ было выявлено объемное образование в животе, в связи с чем выполнено КТ брюшной полости с контрастированием. Область исследования. Органы брюшной полости забрюшинного пространства. Контрастное усиление. Омнипак 350, 100 мл внутривенно-болюстно, 4 мл в секунду, с реформатированием в 3 плоскостях и реконструкциями в объеме. Справа определяется циркулярное утолщение стенки слепой кишки на протяжении как минимум 12-13 см за счет мягкотканного компонента шириной 1-1,5 см, плотностью на преконтрастных изображениях плюс 35 плюс 40 Хаусфилда, в артериальной фазе до плюс 75 Хаусфилда. Жировая клетчатка вблизи стенки кишки утолщена, отечна. Определяется небольшое количество свободной жидкости. Выявлены регионарные лимфатические узлы вблизи медиальной стенки 0,5-0,6 см в поперечнике, округлой и неправильной формы. Лимфоузлы до 1,3 см, наибольшим размером вблизи латеральной стенки. Червеобразный отросток 1 см в поперечнике. Аппендиколиты в просвете не определяются. Расширен просвет дистальных отделов подвздошной кишки до 3-3,5 см. Утолщена задняя почечная фасция Сукенкарда справа до 0,5 см с наличием компонента, накапливающего контраст. Утолщена также передняя почечная фасция Героты справа до 0,5-0,6 см с наличием компонента, накапливающего контраст. Не исключено поражение забрюшинной клетчатки справа. Выявлены параартериальные лимфоузлы до 0,5-0,6 см в поперечнике, округлой формы, а минимальное количество жидкости в тазу. Утолщена стенка подвздошной кишки вблизи илиоцекального перехода. Контуры печени ровные, четкие, крайне закруглен. В размерах печень не увеличена. Плотность паренхимы равномерна, в среднем плюс 54, плюс 55 Хаусфилда без контраста. В паренхиматозной фазе выявлены многочисленные гиподенсные очаги 0,5-0,8 см. Диффузным поражением преимущественно правой доли. Сосуды системы воротной вены не расширены. Желчный пузырь грушевидной формы заполнен однородным содержимым плотностью плюс 20, плюс 25 Хаусфилда, без конкрементом высокой либо низкой плотности. Стенка не утолщена. Общий желчный проток не расширен. Внутрипеченочные желчные протоки не расширены. Поджелудочная железа обычного строения с фестончатыми краями, в размерах не увеличена. Главный панкреатический проток визуализируется во всех отделах. Отека парапанкреатической жировой клетчатки не наблюдается. Селезенка не увеличена, без патологических включений в структуре. Надпочечники не утолщены, не деформированы с обеих сторон. Почки. Объемных образований, кист, конкрементов в чашечках и лоханках не определяется. Чашечно-лоханочная система не расширена. Мочеточники визуализируются с обеих сторон, не расширены, не деформированы. Конкрементов в просвете обоих мочеточников не выявлено. Дискрутивных травматических изменений костей не определяется. Единичный очаг в крестце до 0,6 см со склерозированными краями. Заключение. Объемное образование слепой кишки илиоцекальной области Т4Н2М1 с признаками распространения в окружающую жировую клетчатку, переднюю и заднюю почечную фасцию справа, с признаками частичной обструкции кишечника. Вероятное поражение забрюшинной клетчатки справа, регионарная и отдаленная лимфоденопатия. Минимальный асцит, множественные очаговые изменения печени. Рекомендуется консультация онколога. Пациент был направлен в онкодиспансер для получения специализированной медицинской помощи.